Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня будем шить уже обычное, но необычное. Выкройка эта вам уже знакома. Квадрат 12 на 12 сантиметров. И делается клинышек. От одного угла откладываются отрезки по 3,5 сантиметра. И эти точки соединяем с противоположным углом. Вороне как-то Бог послал кусочек сыра. Но мы ведь не вороны. Нам перепала штанина от белых джинсов. Из них получится прекрасная основа. Мы будем делать хитрый узор, поэтому выкраиваем 12 белых квадратов и 4 темно-серых. Нужен именно резкий контраст. Дальнейшая работа очень простая. На всех квадратах рисуем линии клинышка. При этом совсем не обязательно проводить полную линию. Достаточно обозначить только начало этих линий. Цветных тканей нам понадобится совсем немного. Это хороший способ найти применение даже небольшим обрезкам. Для начала мы их все рассортируем. Подготовим, насколько возможно, длинные полоски шириной 4 сантиметра. Отдельно соберем красные и оранжевые, отдельно синие и фиолетовые. И будет еще кучка коротких кусочков. А вот теперь немного подумаем и поработаем со схемой. Обозначим все линии и направления деталей и посчитаем их количество. В центре у нас планируются 4 детали с темной основой, а цветные вставки сделаем красными. По углам 4 белых заготовки. У них вставки с обеих сторон сделаем синими. И еще нужны будут по 4 зеркальных деталей. Белая основа и с одной стороны лучик синий, а с другой красный. Вот здесь главное не запутаться. Работа за швейной машинкой самая простая и уже вам знакомая. У полоски ткани подгибаем один край, совмещаем его с намеченной линией и пришиваем сверху. Почему шьем именно так? Все просто. В этом случае мы видим линию притачивания. Перед тем, как пришивать второй слой полосок, немного подровняем заготовку, уберем торчащие края ткани. Вторую полоску будем накладывать на первую, лицом к лицу, и прокладывать строчку. Таким образом, при необходимости можно пришить и второй, и третий слой полосок. А дальше уже работа с утюгом. Тщательно проутюживаем все детали. Дальше мы их все проверяем по шаблону и отрезаем лишнюю ткань. А вот теперь уже приступаем к выкладыванию узора. Думаю, что вы все уже вспомнили этот рисунок. Мы как-то делали большое полотно. У нас было и лоскутное одеяло, и несколько декоративных подушек. Но нет предела совершенству. Сегодня новая оригинальная раскладка. Собираем в центре большой крест на темном фоне, а по краям продолжаем уже квадратами с белой основой.
Самое главное — не запутаться в раскладке. В этот момент можно оценить получающийся рисунок и при необходимости внести коррективы, изменения и дополнения. Как легко и просто сшить такое полотно, постоянно показываю в своих видео. Сначала соединим детали из первой и второй колонки, потом из третьей и четвертой. Сшивать детали будем гирляндой, одну за другой. Нитки не обрываем. Закрепки делаем обязательно. Обе отшитые гирлянды разворачиваем, припуски на швы направляем в разные стороны. Все швы проутюживаем, а уже потом сшиваем вместе обе колонки. И получается очень интересная конструкция. Все ряды держатся на нитках, на соединительных швах. И нам остается только прошить оставшиеся швы. Обратите внимание, что в местах стыковок швов припуски в деталях направлены в разные стороны, и машинка спокойно проходит эти соединения. Готовое полотно тщательно проутюживаем с паром, подтягиваем и расправляем все швы. Все получается очень красиво и аккуратно, и с лицевой, и с изнаночной стороны. А за счет игры цвета получаются очень интересные оптические эффекты. Красные кристаллы с загадочным мерцанием и синяя рамка с переливами. А теперь представьте, как может выглядеть большое полотно, сшитое из блоков с таким рисунком. Сразу же появляется множество идей. Достаточно только немного поменять цвет основы, изменить окраску лучей кристаллов. Чем нас привлекает лоскутное шитье? Многие думают, что мы шьем от бедности, а на самом деле это модный способ релакса. А если шить из новых красивых тканей, то это очень дорогое удовольствие. Но мы все равно шьем, потому что когда мы сидим, перебираем тряпочки, каждому лоскутку находим его место в красочном лоскутном калейдоскопе, мы приводим и свои мысли в порядок, успокаиваемся и видим решение самых сложных жизненных задач. Поэтому в каждой запутанной ситуации шейте. За это время или изменится сама ситуация, или ваше отношение к ней. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. А свои результаты вы можете показать в наших группах ВКонтакте, Одноклассниках и на платформе Дзен. А мои самые свежие видео в хорошем качестве и без рекламы вы можете посмотреть на Бусти. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!